Здравствуйте, Владимир Вольфович. Ну, как в Думе восприняли решение сократить зарплаты первым лицам страны, и депутаты не собираются урезать себе зарплату? Только положительно. Мы приветствуем любое сокращение доходов высокопоставленных чиновников, людей с хорошими доходами. Я бы предложил формулу следующую. 100 тысяч и выше 10% понизить, 200 тысяч и выше 20%, 300 тысяч и выше 30%, 400 тысяч и выше 40%, 500 тысяч и выше половину. А среди депутатов можно было бы еще найти экономию за счет общих расходов. Допустим, на транспорт, на мобильную связь, на жилье и прочее, прочее. У нас расходы всего федерального собрания где-то 11 миллиардов рублей в год. Если нам отдать деньги в руки фракций, мы готовы на 20% сократить. То есть 2 миллиарда уходило бы, оставалось бы в доходной части нашего государства. За счет чего? Я бы, например, как руководитель фракции, не платил бы за мобильные разговоры. Они в 10 раз сократятся. Говорят о чем угодно, а государство оплачивает. Транспорт в основном стоит, а мы платим. Водитель спит, гараж работает, бухгалтер работает, а мы за все платим. Зачем? Дадим ему наличными минимальные деньги, и он их сэкономит еще. И поедет на метро. И квартиру иногородним, у нас большинство иногородние, не на Улова-Пальме или в других хороших, дорогих домах, когда квартира стоит 300-500 тысяч долларов, а в Бутово поедут, в двухкомнатную, за 4 миллиона рублей. Владимир Вольфович, вот хотел бы спросить, простите за нескромный вопрос, а какая у вас зарплата? И хотите ли вы часть ее, может быть, отдать на благотворительность? Или все депутаты должны ждать какого-то решения, чтобы уже официально зарплату им понизили? ЛДПР всегда идет впереди. Вот эта борьба с курением, у нас никто не курит. Алкоголь никто не употребляет. Как я это делаю? Мы не включаем в списки. Не участвуют в выборах. Вот совещание в Москве, активисты. Я говорю, присылать только тех, кто не курит и не употребляет алкоголь. Все. Человек заинтересован. В Москву хочешь ехать, бросай курить. В Москву ехать, не употребляй алкоголь. То же самое зарплата. Мы давно уже с них берем по 10%, уже лет 10. И собранные деньги мы направляем тем, кто к нам обращается. Мы не можем много, но 1000 рублей каждый месяц 2000 человек получает, то есть 2 миллиона каждый месяц мы направляем. Коммунисты ни копейки, справедливые ни копейки, единая ни копейки. А мы каждый месяц. Это по 2 миллиона, значит в год 25 миллионов. За 10 лет 250 миллионов. И все, кто к нам будут обращаться, будем направлять. Поэтому если сейчас еще зарплату снизят, мы все равно будем собирать 10%. То есть реально ЛДПР понизит доходы своих депутатов 20%. Я это обещаю. Владимир Вольфович, ну вот как вы думаете, насколько сокращение зарплат госчиновникам может помочь действительно бюджету? Или это больше такой моральный, что называется, ход? Нет, нет. Если сделать по всей стране, это будут миллиарды рублей. У нас же можно сократить вообще в целом депутатский корпус. Зачем 450 депутатов? В 2 раза сократим, будет уже 200 депутатов. Это еще 2 миллиарда рублей. То есть надо сокращать количественно, не просто зарплату, а убирать их. У нас ведь огромное количество чиновников. Если бы они занимались организацией нашей жизни, экономики, те чиновники нужны. Чиновник-организатор. Но когда он бюрократ, скапливаются бумаги, он их не подписывает, нам зачем такой чиновник? То есть те направления в работе аппарата по всей стране, где можно убрать еще сотни тысяч людей, это еще сотни миллионов дохода и миллиарды. Спасибо большое, Владимир Вольфович. Спасибо большое за ваш ответ. Сокращение зарплат госчиновникам мы обсуждали с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.